За время путинского правления Россия получила 3,5 триллиона нефтедолларов. При этом у страны чудовищный долг, слабый рубль и падающая экономика. Быстрого выхода из кризиса, как и роста цен на нефть, в ближайшем будущем не предвидится. Мы стоим в начале цикла, когда нефти будет более чем мир способен ее поглотить, и этой нефти будет много, и дешевой нефти будет много. Это будет вот тот самый длинный экономический цикл проседания сырьевых цен, в том числе и нефти, лет на 10. Экспорт энергоносителей обеспечивает почти 25% российского ВВП. Крупнейшие государственные сырьевые компании – «Газпром» и «Роснефть». Стоимость «Газпрома» упала за последние 8 лет более чем в 6 раз. На этом фоне особенно комично смотрится обещание главы компании Миллера, которое он сделал в июне 2008 года. Он заявил, что цена компании к 2016 году достигнет $1 триллиона. Провал «Газпрома» – это персональная фиаско Путина. Когда Путин стал президентом, он поставил в «Газпром» своих верных друзей. И сейчас «Газпром» – это, конечно, его абсолютно личное, такое почти интимное дело. Значит, из 17 членов правления компании 10 – это выходцы из мэрии, КГБ и Санкт-Петербургского морского порта. Его ближайший дружок Миллер, который был его помощником, советником Санкт-Петербургской мэрии, один из самых высокооплачиваемых менеджеров госкорпораций. Его зарплата годовая более 800 миллионов рублей. С Роснефтью, второй по размерам российской госкомпании, связана другая инвестиционная неудача Путина. В марте 2013 года кремлевские пропагандисты захлебывались от счастья, рассказывая о сделке Роснефти по покупке ТНК BP. В России сегодня завершена знаковая сделка, которая повлияет на весь мировой топливный рынок. Роснефть приобрела 100% акций компании ТНК BP. Это тот редкий случай, когда громкие слова «историческая сделка» совсем не преувеличение, а констатация факта. Объем $61 миллиард. На мой взгляд, она очень успешная. Слияние явно пойдет на пользу национальным интересам всей России. Сделка совершена по самым высоким мировым стандартам. Мы будем стараться поднимать стоимость акционерного капитала на благо наших акционеров. В том числе российского. Российской. Прошло 3 года с момента этой чудесной покупки. Путин заплатил за ТНК BP $61 миллиард, включил ее в состав Роснефти. И в итоге капитализация всей Роснефти упала до $37 миллиардов. Потери России – десятки миллиардов долларов. Браво, Путин! Вслед за нефтью вдвое упал рубль, что означает удвоение цен на импорт. В 2014 году для удержания курса рубля правительство начало продавать доллары из госрезервов. На это было потрачено более $80 миллиардов. Государственные золотовалютные резервы с момента оккупации Крыма и введения санкций сократились на четверть. Это серьезный экономический кризис, и по природе он имеет структурный характер, а значит, он затяжной. А значит, достаточно быстро будут потрачены и резервы, которые есть у правительства, на балансировку бюджета. Это период, который будет сопровождаться, к сожалению, очень неблагоприятным внешним фоном, я имею в виду низкие цены на нефть. Они будут давить, естественно, на рубль. И вот когда будут по мере исчерпания резервов, по мере того, что у Банка России тоже будут таять резервы, естественно, они уже значительным образом похудели. Внешний долг России гораздо больше, чем госрезервы, и составляет $515 миллиардов. 83% долга номинированы в долларах и евро. Следовательно, когда рубль падает в цене, задолженность становится больше. В первой половине 2016 года Роснефть должна выплатить $14 миллиардов долга ряду западных банков, в том числе JP Morgan, Citi и Bank of America. Благодаря авансовым платежам клиентов, в этот раз компании, может быть, и хватит на это денег, но ее прибыль недостаточно высока, чтобы сделать будущие выплаты. Военная агрессия Путина в Украине навлекла на него финансовые санкции Запада, и они увеличиваются. В марте 2016 года Goldman Sachs отказался размещать российские облигации. S&P подтвердила мусорный рейтинг России. Специалисты агентства Moody's поставили кредитный рейтинг России на пересмотр
и могут его понизить. Одна из главных причин – бюджетный дефицит. Его вряд ли удастся удержать в рамках 3% ВВП. Будет остро ощущаться нехватка инвестиций. Moody's в феврале прошлого года снизила рейтинг России до мусорного уровня. За прошлый год падение экономики России составило 3,7%. Реальная зарплата, по официальным данным, за год упала на 10%. Население России практически во всех регионах опережающими темпами адаптируется к кризису вдвое более сильнее, снижая потребление. Приехали, сжались, вышли на потребление десятилетней давности. И это еще не вечер, это надо понимать. Для региональных властей, у которых скопилось более 100 миллиардов долларов внутреннего долга, все еще хуже. Эксперты Высшей школы экономики считают, что четверть регионов находится в состоянии технического дефолта. Последняя версия российского бюджета предполагает баррель нефти за $50. При цене в $30 дефицит государственного бюджета в этом году может превысить 100 миллиардов долларов. За этим, вероятнее всего, последует новая девальвация рубля. Драматическое движение нефтяных котировок, которое мы видим в последние недели, особенно в последние дни, создает весьма серьезные риски для исполнения бюджета. Понимая, что кризис всерьез и надолго, Путин начал продавать все, что еще не задавлено кризисом, называя это приватизацией. Президент сообщил, сегодня должно решиться, акции каких компаний с госучастием будут проданы в частные руки. В Кремль приехали главы крупных российских корпораций, которые последнее время упоминались как раз в связи с возможной приватизацией. Это российские железные дороги, авиаперевозчик Аэрофлот и судоходная компания Совкомфлот, нефтяные компании Роснефть и Башнефть, алмазодобывающая Алроса и банк ВТБ. Покупатели смогут приобрести государственные активы по бросовым ценам. Можно поблагодарить санкции, сланцевый бум в Америке и сильный доллар за ослабление действующего режима. За одно столетие в России сменились 3 неудачных политических системы: царская монархия, коммунизм и нынешняя клептократия. Если повезет, скоро российский народ сможет выбрать систему на следующие десятилетия.